Старуха вывезла парализованного старика глубоко в лес и оставила его там умирать. Вокруг была только тишина, холод и следы волков на сырой земле. Она ушла, даже не обернувшись. Когда наступила ночь, из чащи начал раздаваться протяжный вой. Казалось, до рассвета старик не доживет. Но той ночью к нему вышел волк, и то, что произошло дальше, позже потрясло всю деревню. Когда-то Ефим был одним из самых крепких мужиков в деревне. Он всю жизнь работал плотником, строил дома, сараи и бани. Люди говорили, что у него золотые руки, все, за что он брался, получалось крепким и надежным. Но одна зима изменила все. В тот день Ефим чинил крышу старого амбара. Мороз был сильный, доски покрылись тонким льдом. Он сделал шаг, и нога поехала. Удар, темнота. Когда Ефим очнулся, он уже лежал дома. Врач из соседнего поселка тяжело вздохнул. Падение вызвало сильный инсульт. После этого Ефим почти перестал двигаться. Ноги не слушались, говорить он мог с трудом. Сначала жена Марфа ухаживала за ним молча, но со временем ее терпение таяло. Работа по дому и беспомощный муж все сильнее раздражали ее. Однажды утром она запрягла старую телегу. «Поедем в лес, воздухом подышишь». Ефим тогда еще не знал, что назад уже не вернется. Телега тяжело скрипела, подпрыгивая на корнях. Каждый толчок отдавался болью в его теле. Он лежал на сене и смотрел на небо между соснами. Воздух пах хвоей и сырой землей. Марфа шла впереди и ни разу не обернулась. Телега остановилась под старым дубом. Марфа подошла к мужу, холодно посмотрела на него и резко перевернула телегу. Ефим тяжело упал на землю. «Здесь тебе и помирать», — сказала она. «Надоело за тобой ходить». Она развернулась и ушла. Ее шаги вскоре растворились в лесной тишине. Ефим остался один. Солнце садилось, лес темнел. Он понимал, ночью придут волки. Когда наступила ночь, где-то вдали раздался протяжный вой стаи. Ефим закрыл глаза. Но вдруг рядом хрустнула ветка. Он открыл глаза и увидел два желтых огонька. Из темноты вышел огромный седой волк, старый, мощный, со шрамами на шерсти. Зверь медленно обошел человека, принюхался и остановился рядом. Ефим ждал удара клыков. Но волк тяжело вздохнул и лег рядом. Тепло его тела согревало старика в холодной ночи. Волк не нападал, он словно охранял его. Утром Ефим мучился от жажды. Волк толкнул его мордой и начал медленно тянуть по земле к ручью. Там он выкопал лапами небольшую лужицу и подтолкнул старика ближе. Ефим смог напиться. Позже волк ушел в лес и вернулся с дикими яблоками, подкатил одно прямо к его руке. Но вечером появился новый враг. Из кустов вышел огромный бурый медведь. Он учуял легкую добычу и направился к человеку. Ефим понял, теперь конец. Но седой волк встал между ним и медведем. Он оскалил клыки и зарычал. Волк был вдвое меньше, но не отступил ни на шаг. Несколько долгих секунд звери смотрели друг на друга. Наконец медведь фыркнул и ушел в лес. Волк снова лег рядом со стариком. На следующий день деревенские мужики отправились на поиски. Сосед Григорий понял, что Марфа солгала о смерти мужа. Когда они вышли на поляну, то замерли. Под дубом лежал Ефим, живой, а рядом стоял огромный седой волк и рычал, не подпуская людей. «Ефим!» — крикнул Григорий. Старик с трудом прошептал: «Свой!» Волк услышал его голос, замолчал и отступил. Мужики подняли Ефима на носилки. Волк шел за ними до самой деревни, словно провожал. Когда правда открылась, Марфу выгнали из деревни. Никто не захотел жить рядом с женщиной, бросившей мужа умирать. А седой волк остался. Он поселился возле дома Ефима и каждый день лежал на крыльце, словно сторож. Прошли месяцы. С помощью знахарки и заботы соседей старик начал поправляться. Однажды он впервые вышел на крыльцо. Волк подошел и тихо ткнулся носом в его руку. Ефим погладил его и прошептал: «Спасибо тебе, друг». С тех пор их часто видели вместе, старик с палкой и седой волк рядом. В деревне говорили: иногда звери оказываются человечнее людей.